Всем привет! Сегодня у нас расклад про хроническую неудовлетворенность, да, когда вот всего недостаточно. И расклад для умненьких девочек, конечно, потому что те, кто любят, что он подумал обо мне сегодня, это не для вас расклад. Итак, прежде чем начать, сразу говорю, все прорабатывается в проживании аркан. Обязательно приходите, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Что такое проживание арканов? Это проработки, это вот как расстановки делают же. Вот это еще сильнее. Итак, на уровне проживания арканов на Бусти вам также будет доступны вот эти 3 колоды для распечатки. Ну, это будет раз в 10 дешевле, чем если бы вы покупали колоду. Все колоды мои. Нейроведьмы и Деда 1, 2 и 3. Все они в доступе. Распечатать можно, потому что авторские права я никому не передавал, не продавал и не собираюсь этого делать, поэтому можете смело даже зарабатывать на этих колодах. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Все карты читаем парно. И первый у меня вопрос, у меня бумажка передо мной с вопросами, да, чтобы я что-то не забыл, напоминаю. В чем проявляется вот эта вся хроническая неудовлетворенность? Ну, знаешь, ты недовольна отношениями своими. У тебя есть мужчина, он нормальный, но вот знаешь, тебе все время кажется, что что-то не то. Он не тот, который тот. Вот так вот. То есть он недостаточно для тебя романтичный, недостаточно денег зарабатывает, не те подарки дарит. Ты постоянно его с кем-то сравниваешь и думаешь, а вот если бы у меня был тот другой, какой-то эфемерный. И самое плохое, ты все время ищешь недостатки в нем. Он тебе цветы купил, а ты там думаешь, почему не те, которые я люблю? Он в кафе повел, а ты думаешь там, а почему не в тот, что там получше? Он комплимент сказал, а ты думаешь, почему он не так, как вот мой бывший говорил? Ты знаешь, ты как будто специально портишь себе настроение. И еще ты постоянно его каждое слово анализируешь, каждое действие его анализируешь. Он не ответил на сообщение там за 2 часа, да? Значит, охладел. Не поцеловал при встрече, значит, разлюбил. На девушку на другую посмотрел, значит, изменяет. Все мужики плохие. Ты превратила отношения свои в детективное расследование вместо того, чтобы просто наслаждаться вот этими отношениями. И знаешь, что самое плохое? Ты боишься выбрать этого мужчину окончательно. Тебе кажется, что если ты полностью ему доверишься, то ты упустишь кого-то лучшего. Вот ты скажешь, нет, это он говнюк просто и так далее. Нет, дед ты не обманешь. Поэтому одной ногой ты с ним, а другой ногой все время готова убежать к тому, кто там покажется более подходящим. Я знаю, что неприятно, а что ты хотела? Я же тебе не по головке тут глажу, а за лапшой к другим.
Почему ты не можешь насладиться достигнутым, да, и постоянно стремишься к большему или к другому? Ну, знаешь, проблема в том, что ты привыкла все вот контролировать и получать удовольствие от власти над всем. Ну, там, от ситуаций, от отношений и так далее. Тебе нравится ощущение, что у тебя есть выбор, что ты можешь, как говорится, в любой момент все изменить. И ты не хочешь довольствоваться тем, что есть, потому что это означает отказаться от других возможностей. И ты стала зависимой от поиска идеального. Как вот зависимый человек, который постоянно ищет, да, там новую дозу, новую еще что-то и так далее. Только вот эта твоя доза — это мечты о лучшей жизни, о лучшем мужчине эфемерном, о лучшей работе. Тебе вот кайфово мечтать и планировать, а вот жить реальностью тебе скучно. А еще ты боишься, что если ты остановишься на достигнутом, то ты станешь обычной, да, как все, а ты не хочешь быть как все. Это, как говорится, кувалдой по твоему эго. Тебе вот кажется, что постоянное недовольство делает тебя какой-то особенной, там, интересной, амбициозной, или у тебя мысли, что ты этого парня, своего этого, как его, подначиваешь к свершениям. У тебя в голове довольные люди — это скучные серые мышки, а ты ж не такая. И сейчас ты сидишь и меня материшь. Но я предупреждал, да, за лапшой к другим. Мы с тобой честно разговариваем. И вот самое коварное по этим картам — ты получаешь удовольствие от самого процесса недовольства. Тебе вот нравится жаловаться подругам, там, обсуждать, что в твоей жизни не так, строить планы вот по улучшению. Это дает тебе ощущение, что ты работаешь над собой, развиваешься якобы. На самом деле ты просто на месте топчешься и не даешь себе быть счастливой. В арканы приходи в проживание, ты это проработаешь, потому что у тебя ложные убеждения о саморазвитии. Откуда взялось это убеждение, что радость или покой наступит только когда будет что-то больше, да? Это все из детства. Из детства. Твоя мама была очень эмоциональной женщиной, которая умела создавать уют, о семье заботиться, но при этом она постоянно мечтала о лучшей жизни. Все время говорила там: вот когда папа получит повышение, вот когда папа получит зарплату, вот когда вот это, тогда заживем. Или там, вот когда переедем там в другую квартиру, когда я там устроюсь получше, тогда будем счастливы. И вот ты росла с мыслью, что настоящая жизнь, она всегда где-то там, впереди. Новый год, ожидание, да, то, что после Нового года только будет лучше. Будет лучше, когда родители получат там зарплату. И вот это вот у тебя всегда жизнь настоящая начнется где-то там впереди. Что вот сейчас это временные трудности. А вот потом все будет по-настоящему. У тебя мама, она не умела радоваться тому, что есть сейчас. Она всегда ждала вот лучших времен, там, Нового года, твоего дня рождения ты получишь. То есть я тебе, как сказать, разжую. Например, что-то хорошее, не трогай это на Новый год. А, Самокат новый, там, велосипед, игрушку ты получишь только на день рождения. То есть сегодня у тебя нет, ну, не было, я имею в виду, а вот есть эфемерное завтра. И вот она тебя научила, что сегодня ничего, а потом да. А еще ты видела, как мама планы строит и мечтает вместо того, чтобы действовать. Она тебе могла там часами рассказывать, там, как обставит квартиру новую, как будет там выглядеть твой день рождения, как Новый год, а вот мы там на Новый год Дед Мороза позовем. Это когда-то, но не сегодня.
Но при этом сегодня ничего для воплощения не делалось. Просто мечтала и ждала этого завтрашнего дня. Потому что в том завтрашнем дне все изменится к лучшему. И ты переняла вот эту привычку жить будущим. Тебе вот кажется, что планирование и мечты, они важнее, чем вот сейчас и сейчас реальные действия. Что главное — это правильно цель выбрать, а достижение — это уже мелочи. Поэтому ты постоянно меняешь цели вместо того, чтобы там идти к уже поставленным. Постоянно у тебя там как их, кладбище проектов и прочее, и прочее, и прочее. Что поможет тебе ощутить благодарность и довольство тем, что у тебя сейчас? Ну, знаешь, тебе нужно вернуться вот к простым детским радостям. Если ты в проживании арканов, это аркан шут. Вот начни замечать мелочи, которые приносят удовольствие прямо вот сию секунду, сейчас. Кофенька вкусный, постелька там теплая или наоборот прохладная, если жарко. Там смешная шутка подруги, солнышко светит, дождик идет. Перестань ждать больших событий и начни ценить маленький. Понимаешь? И еще вспомни, какой ты была в детстве. Вот когда ты могла радоваться там новой игрушке целыми месяцами. Когда мороженое, оно было самым вкусным лакомством в мире. Когда мультики по телевизору, там, Скрудж Макдак, вот эти вот все утиные истории, Чип и Дейл, они были лучшим развлечением. У тебя была способность получать максимум удовольствия от простых вещей, которые сейчас. Понимаешь? Начни благодарить судьбу за то, что у тебя уже есть сейчас. Вот каждое утро проговаривай 3 вещи, за которые ты благодарна себе. Не глобальные какие-то достижения, а вот простые факты. Спасибо, что я здорова, спасибо, что я поела, спасибо, что у меня есть дом, спасибо, что рядом есть люди, которые меня любят. И вот самое важное — перестань сравнивать свою жизнь с чужой. Чужая жизнь — это чужая жизнь. Подруга твоя вышла замуж за богатого — это ее история, не твоя. Коллега твоя получила повышение — это ее достижение, не твое. У тебя есть своя жизнь, у тебя есть свои радости, у тебя есть свои победы, у тебя есть свой дед. Научись видеть свою уникальность, а не недостатки по сравнению с другими, понимаешь? Подписывайся обязательно на канал «Приходи в проживание», и это все прорабатываешь в шуте. Ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии, и колоду эту можешь распечатать. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Напоминаю, бумажка с вопросами передо мной стоит, чтобы я чего-то не забыл, а то старой память не та, хоть вы и говорите, голос, дед, тебе там максимум 50 лет. Ой, это. Так вот, в чем проявляется твоя хроническая неудовлетворенность-то? Это сигнификация. Но ты скоростью своей жизни вечно недовольна. То есть ты делаешь кучу дел одновременно. Ты все время в движении, все время что-то планируешь, все время что-то воплощаешь, придумываешь и так далее. Но тебе кажется, что результаты слишком медленно идут. То есть ты хочешь, чтобы все происходило быстрее. Не только быстрее, но и ярче, эффективней. У тебя, знаешь,
Сила внутри есть менять вещи вокруг себя. Но ты не можешь контролировать, когда именно вот эти изменения произойдут. Ты можешь заставить себя ходить в спортзал, но ты не можешь заставить тело похудеть за неделю. Ты можешь там на классную работу устроиться, но ты не можешь заставить начальника дать тебе повышение завтра. Ты с мужиком можешь познакомиться, но заставить его там замуж, жениться на тебе, да, или влюбиться в тебя немедленно ты не можешь. И вот это у тебя несоответствие между твоими усилиями и скоростью результата. Это тебя бесит. Ты вот думаешь, я же так стараюсь, почему все так медленно? И тебе хочется, чтобы жизнь, она работала как там, ну, микроволновка, например, да? Кнопочку нажала, через секундочки готово. А она работает как вот, как сказать, вот как духовка, да? Долго, постепенно, но зато качественно. И вот ты расстраиваешься, что ты не можешь ускорить процессы, что ты не можешь заставить время лететь быстрее, что не можешь получить ты все и сразу. И от этого ты чувствуешь себя вот бессильной, хотя на самом деле ты вот прям пипец какая сильная. Почему ты не можешь насладиться достигнутым? Ну, знаешь, проблема, она в том, что ты очень медленно движешься к своим целям. Тебе вот кажется, что другие люди там успеха достигают быстрее тебя, что у них там все получается легко, без особых усилий, там захотел миллион тот человек какой-то эфемерный, дальний, сразу получил, а ты кучу времени тратишь, кучу энергии тратишь на каждый шажочек. И ты вот видишь людей, которые вот быстро принимают решения и сразу действуют. А у тебя каждое решение — это долгий процесс обдумывания, причем поспешным. Ты взвешиваешь все «за», все «против», все «да», все «нет», гарантии ищешь. Ну, то, что ты не ошибешься. И пока вот ты думаешь, что другие уже делают, да, как сказать, делают миллионы, миллиарды, а ты еще в раздумьях. Но поспешных. И это тебя злит, и это тебя заставляет чувствовать себя, ну, неполной. Ты думаешь, что с тобой что-то не так, раз ты не можешь быть там такой же быстрой, решительной, получать каждый день по миллиону. У тебя ощущение, что ты упускаешь возможности из-за своей медлительности, что жизнь там мимо проходит, пока ты размышляешь. И поэтому ты не можешь оценить то, что уже есть. Тебе кажется, что твои достижения, они не считаются, потому что ты к ним слишком долго шла. Что успех настоящий — это когда вот все происходит быстро, эффектно, и сразу трендык и миллион. А твой медленный прогресс — это типа не успех, а какая-то там ерунда. Ты обесцениваешь свои результаты, потому что они пришли не так быстро, как тебе хотелось бы. И постоянно ты ищешь способы ускориться, вместо того, чтобы просто принять свой темп. Откуда это убеждение взялось, что наступит только когда-то? Ну, понятно, да, из детства тебе постоянно близкие люди помогали, там, родители, бабушки, тети, они решали твои проблемы. Нужные вещи покупали, там, устраивали твою жизнь. Ты привыкла, что хорошее приходит извне. Ну, то есть от других людей, пусть это даже родственники. Ты привыкла, что твое благополучие, оно не от тебя зависит, а от того, насколько тебе повезет с окружением. Но при этом тебя учили крепко держаться за то, что у тебя есть. Не тратить там деньги попусту, да, не этот, как его, коленки, не, блин, забыл. Не рвать вот эти коленки-то, ну, блин, слово забыл. Штанишки не рвать, давай назовем. Ну, одежду. Вещи не разбазаривать.
не терять вот это ценное, что тебе досталось. И ты научилась быть очень осторожной вот с тем, что ты имеешь. Платьишко новая, игрушка новая, без разницы. Ты научилась экономить, беречь и не рисковать. И вот эта комбинация, она создала в твоей голове странную логику. Вот с одной стороны ты ждешь, что счастье придет от кого-то другого, ну то есть игрушку кто-то другой подарит. Что тебе там дадут конфетку, помогут получить что-то и так далее. А с другой стороны, ты боишься потерять то, что уже есть. Поэтому ты не можешь полностью насладиться настоящим. Ты все время думаешь, как бы не потерять. Понимаешь? И ты в постоянном напряжении живешь между ожиданием лучшего и страхом потерять вот что сейчас есть. Ты расслабиться не можешь, удовольствие получить ты не можешь от того, что у тебя сейчас есть. Постоянно оглядываешься. Вот там не отобрали ли ту игрушку, да, в песочнице, там кто-то ничего-то не украл. И вперед смотришь, не принесли ли что-то лучше. И получается что? Ты не можешь быть довольной. Ты не научилась создавать радость сама, а только ждешь ее от других, оглядываясь назад. Что поможет ощутить вот это все и довольствоваться тем, что есть сейчас? Ну, знаешь, тебе нужно сделать вот по картам выбор и перестать метаться. Это если кратко. Ты постоянно разрываешься между разными вариантами. Там, эта работа или та, это мое начинание или это, этот мужик или тот, этот город или тот другой. И у тебя вот этот вечный выбор в твоей голове. Ты не можешь погрузиться ни во что полностью. У тебя вечный выбор. Всегда думаешь, знаешь, вот это как вот тебе предлагают, например, да, 2 конфетки. Ты их ни одну не пробовала. Вот протягивают тебе 2 конфетки. Я имею в виду в детстве. И ты не знаешь, какая лучше, и просто стоишь вот так вот и, как сказать, молчишь и не берешь ни одну. То есть ты постоянно думаешь, что другой вариант может быть лучше. Понимаешь? А еще тебе нужно научиться ждать и не паниковать. Потому что, знаешь, сейчас ты вот в подвешенном состоянии. Ты не знаешь, что будет дальше, и это тебя напрягает. Там в мире всякая ерунда творится и так далее, тебя это все напрягает, ну всех. Ты хочешь ясности, ты хочешь определенности, четкого плана, но жизнь, она же, ну, не всегда дает такую определенность. Иногда нужно просто подождать, пока все на свои места не встанет. Научись находить покой в неопределенности. Вот вместо того, чтобы там дергаться, требовать ответов прямо сейчас, просто остановись, подожди. Дай событиям, как говорится, свариться. Ну, то есть развиваться там естественным путем. Время не торопи, людей не торопи. И самое главное, перестань вот эти вот варианты сравнивать. Когда ты постоянно думаешь, а что если вот это там лучше и так далее, ты не можешь оценить в это время то, что сейчас есть. Вот просто выбери один путь и иди по нему. Не оглядывайся на другие дороги, не оглядывайся, кто там как идет. Это не твое. Сосредоточься на том, что у тебя вот есть сейчас в руках, и найди в этом хорошее. Понимаешь? Благодарность, она приходит тогда, когда ты перестаешь искать лучше и начинаешь ценить вот реально то, что сейчас есть в руках. Понимаешь? Все ты понимаешь. Обязательно подписывайся на канал, приходи в проживание арканов, и это все ты сможешь проработать. Это в аркане шут прорабатывается. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, и эту колоду ты можешь распечатать. Ну а мы с вами переходим к третьему варианту.
троечки. Троечки, затейницы. Напоминаю, передо мной бумажка с вопросами, и эту колоду вы можете распечатать, как и прошлые в нашем раскладе. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Также заходите в проживание арканов, там вы свою неудовлетворенность жизнью можете проработать. Ну, а у тебя все классно. У тебя вот все классно, но ты этого скрываешь. У тебя семья хорошая, отношения нормальные. Там, если дети есть, то здоровы, все хорошо, муж работает. Но ты почему-то стесняешься об этом говорить. Когда подруги жалуются на мужиков, ты молчишь про своего. Когда коллеги ноют про денег нет, ты не рассказываешь, что у вас все нормально. Тебе вот кажется, что твое счастье, оно какое-то неправильное, что оно слишком обычное, слишком простое. И ты думаешь, что вот счастье настоящее, оно должно быть более ярким, более заметным, чтобы, как говорится, все видели и завидовали. А у тебя просто вот тихая семейная радость, и тебе кажется, что это не считается. Ты не хвастаешься своими достижениями, потому что они тебе кажутся мелкими. Муж цветы подарил, ну и что? Всем якобы дарят. Дети там пятерки принесли, ну, это их обязанность пятерки приносить. Там мебель новую купили. Ну, это же там не машина, и не квартира, и не вилла, это всего лишь мебель. Ты обесцениваешь все хорошее, что у тебя есть. И самое плохое, ты боишься, что если ты начнешь радоваться тому, что есть, то судьба это отберет. Поэтому что? Лучше помалкивать, да? И не светиться. Ну, то есть внимание к себе не привлекать. Почему ты не можешь насладиться достигнутым и постоянно к большему стремишься? Ну, знаешь, проблема, она в том, что ты помнишь, как было плохо. Было время, когда денег не было. Прям вот катастрофически не хватало, я бы сказал. Когда приходилось считать каждую копейку, отказывать себе там в самом необходимом. Когда стыдно было вот перед людьми за там одежды старые, да, дешевых продуктов. И вот это время, оно оставило глубокий след в твоей душе. Сейчас у тебя с деньгами все наладилось, но ты до сих пор живешь как бедная. Ты покупаешь самое дешевое, экономишь на всем, боишься лишнюю копейку потратить. Тебе кажется, что если ты расслабишься, то снова без денег будешь. Что твое благополучие – это все временно, что оно может, как говорится, кончиться в любой момент. И поэтому ты не можешь насладиться тем, что имеешь сейчас. Тебе все время кажется, что нужно больше. Там еще больше денег, чтобы чувствовать себя в безопасности. Там еще. Ты откладываешь, ты копишь, ты экономишь. Но ощущение защищенности так и не приходит. А знаешь почему? Потому что дело не в количестве денег, а в твоем внутреннем страхе снова стать бедной. Ты боишься поверить, что бедность, она действительно осталась в прошлом. Что ты больше, не та девочка, которая не могла себе нормальную еду позволить. Поэтому ты продолжаешь жить по старым правилам, хотя обстоятельства давно уже изменились. Откуда взялось? Оно родилось из страшной боли. У тебя был такой период в жизни, когда вот все рухнуло. Причем сразу все, не просто там на работе уволили, да, а все сразу. И люди близкие предали, и потеряла все, во что ты верила. Это было как смерть, но не физическая, а эмоциональная. Вот ты тогда думала, что больше ты никогда не сможешь быть счастливой. И после вот этого краха ты решила, что жизнь настоящая, она только тогда начнется, когда ты полностью переродишься. Когда другим человеком станешь, в другом месте в каком-нибудь, и с другими людьми. Что нужно вот все прошлое стереть и с чистого листа начать. Только тогда можно себе радость позволить.
И ты вот поставила перед собой задачу воскреснуть из пепла, да, как птица Феникс. Создать новую версию себя, более сильную, более успешную, более защищенную. И пока вот эта новая версия не будет готова на все 100%, то ты не разрешаешь себе быть счастливой. Ты считаешь, что пока еще недостаточно изменилась. И вот эта установка на вот это полное перерождение, она мешает тебе жить сегодняшним днем. Ты все время думаешь о том, какой ты станешь в будущем, а не о том, какая ты есть сейчас. Ты счастье свое откладываешь на потом. Ты ждешь того момента, когда вот полностью счастлива будешь. Даже не полностью счастлива, полностью готова к счастью. Но этот момент же может никогда и не наступить. Что поможет тебе ощутить благодарность? Ну, знаешь, тебе нужно научиться чувствами своими делиться с близкими. Вот просто перестань держать все в себе. Расскажи мужу, как ты его ценишь, любишь. Детей обними, если есть, да. Скажи, что ты ими гордишься. Маме позвони, поблагодари там за заботу. Перестань быть такой сдержанной в проявлении любви. И еще начни замечать мелкие радости. Мелкие радости каждого дня. У тебя должен быть такой блокнотик, ежедневник и так далее. Не жди каких-то больших событий, чтобы почувствовать там себя там счастливой, полноценной и так далее. Радуйся сейчас. Радуйся вот то, что я с тобой, то, что я у тебя есть, да. Радуйся завтраку вкусному. Радуйся солнышку, там, смешной шутке какой-нибудь человека. Мужа поцелуй перед работой. Вот эти маленькие моменты, они и составляют настоящее счастье, а не то эфемерное, которое ты ждешь. Стань более открытой, более искренней в общении с людьми. Перестань все время там контролировать, что о тебе подумают, что не подумают, да насрать. Позволь себе быть настоящей. Там веселый, грустный, взволнованный, заплаканный, радостный. Дели с другими не только проблемы, но и радость свои. И вернись к этой детской непосредственности. Вот вспомни, как в детстве ты могла радоваться там игрушке новой, да? Сладости, там сникерс какой-нибудь. Мультик. Верни вот эту способность восхищаться простыми вещами. Не стесняйся эмоции проявлять. Не стесняйся смеяться. Не стесняйся с красным шариком по городу пройтись. С гелевым, который надутый. Понимаешь? Благодарность придет, когда ты перестанешь бояться миру показать, что ты счастлива. Когда поймешь, что твоя радость, она не отнимает радость у других, наоборот, дарит ее. Понимаешь? Не стыдно быть счастливой. Приходи в проживание арканов, ссылку видишь на экране в закрепленном комментарии. Это все ты проработаешь в шуте. И помни, что дед всегда рядом.